В старом особняке на одной из живописных улиц Лондона, где история встречается с современностью, собирались гости Амелии. Успешные, уверенные в себе люди, привыкшие к роскоши и развлечениям. В центре большого зала стоял черный рояль с гладкой лакированной поверхностью, которая отражала свет хрустальных люстр. Мужчина в простом, выцветшем от времени костюме аккуратно протирал пол рядом с инструментом, словно стараясь не привлекать к себе внимания. Казалось, он здесь совсем не к месту, не гость, и уж точно не часть светского мира, который его окружал. Амелия, облаченная в роскошное золотистое платье, наблюдала за ним издалека. В его усталом лице и тихих движениях она увидела что-то иное, глубину и спокойствие, которые контрастировали с легкомысленностью гостей. Внезапно, словно откликаясь на невысказанный вызов, мужчина встал, отложил тряпку и подошел к роялю. Вся комната замерла, гости перестали разговаривать, и даже легкий шум прекратился. Его пальцы нежно коснулись клавиш, и первая нота, прозвучавшая тихо и трогательно, словно прошла сквозь сердца каждого присутствующего. Музыка росла, меняясь от меланхоличных аккордов к взлетам и падениям, словно живое дыхание человека, пережившего потерю и обретшего надежду. В этих звуках звучала тоска по утраченной любви, воспоминания детства и теплое чувство, которое уже не вернешь. Амелия почувствовала, как сердце ее начинает биться быстрее, а привычная уверенность растаяла под напором искренности и боли, заключенных в каждой мелодии. Когда последний аккорд затих, зал погрузился в тишину, наполненную уважением и глубоким потрясением. Спустя несколько дней она пригласила его в свой дом. Там, где не было ни гостей, ни масок, мужчина рассказал, что когда-то был пианистом с мировой известностью, выступал на больших сценах и пользовался славой. Но трагедия потери семьи заставила его оставить все, скрыться от мира и даже от музыки. Он жил инкогнито, чтобы понять, кто сможет увидеть в нем человека, а не только талант и статус. Амелия, осознавшая свою собственную маску светской львицы, почувствовала, что теперь хочет быть настоящей, открытой и уязвимой. Она попросила его сыграть еще раз, но уже не для публики, а для них двоих. Его пальцы плавно затрепетали на клавишах, и в этот момент в ее душе зажглась искра, которой хватило бы на целую жизнь. Музыка стала для них языком, на котором они поняли друг друга без слов. И в этом звуке, в этой тишине, после последнего аккорда родилась новая история, полная надежды и любви. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.